Друзья, всем привет, всем доброго утречка, всем нового дня. Сейчас я покажу вам, какой у меня вид из окна сегодня. Та-дам! Вот такой вот вид. Немножко, конечно, похуже, чем был на Чеджудо, но все равно морюшко видно. Конечно, вот в том отеле было бы лучше, но там мест нет уже. Ах, какое доброе утречко. А я сейчас пойду на встречу с очень замечательным человеком, неординарной такой интересной личностью, и я капец нервничаю, что-то я всегда так нервничаю, когда встречаюсь с какими-то гениальными людьми. В последний раз я так нервничала, по-моему, когда Варламов прилетал. Как успокоиться, как успокоиться. Да, друзья, познакомьтесь, это Катя, это Привет. Гид по Пусану, вообще по югу в Корее, самый лучший гид. Ну, сама про себя, да, потом расскажешь. Я сейчас захвалю. Что про меня можно рассказать? Зовут меня Катя Рогоскина. Да, откуда ты приехала в Корею? Приехала я в Корею из Санкт-Петербурга. И в Корее я живу уже практически 10 лет. Путешествую по всей стране, в основном по югу, потому что здесь живу. Постоянно она путешествует, не так, как я, раз в полгода. Да. И поэтому я 20 лет живу, но даже 10-я часть того не знаю, чего может рассказать и показать Катя. Да. А еще у нее пытливый ум, поэтому ей все интересно. Он всех пытает. Он всех пытает, да. Это вам не я. Иду, смотрю, красиво и ладно, неважно, что там, как там. Да, то есть обычно последние, наверное, там несколько лет я в основном перемещалась с туристами, очень много. Вот. Сейчас по понятным причинам туристов нету, поэтому я перемещаюсь самостоятельно. И, наверное, вот последние несколько месяцев я закрываю последние белые, даже не пятна, а уже точки, которые у меня остались на Корее. Шаги. Какие-то там дальние острова всякие, южные, ну там и прочее. Это мы выезжаем на мост сейчас, да? Это мы сейчас выезжаем на мост. Мост двухэтажный. Вот с этой стороны видно, что поверху в одну сторону машины едут и по низу в другую сторону. То есть 4 полосы туда, 4 полосы обратно. Вон он какой красивый, вантовый, да? Да, то есть мост специально был построен для того, чтобы разгрузить Пусан от пробок. И мы сейчас проедем все 3 моста. То есть это у нас первый мост, впереди у нас еще 2 моста, они были попозже открыты, и все 3 моста, они разгружают город. Потому что город такой, он весь втиснут между морем, там, горами, и очень сложно по-живому кроить какие-то широкие дороги, а машин все больше и больше, ну, вот поэтому... Справа пляж Кванали, да? Да, пляж Кванали. Сегодня вечером мы сюда вернемся. Второй по размеру пляж после Хэунде. Ну, я бы не сказала, что он второй по размеру, он второй по популярности. А по популярности? Да. То есть всего пляжей... То есть есть еще пляжи большие, да, здесь в Пусане? Всего 7 пляжей в Пусане. Ого, нифига себе, я только про 2 знала. Да, многие знают про 2, поэтому все, кто живет в Пусане, они не ходят туда, куда ходят все. Да, там летом вообще капец, что творится. Да, ну, этот самый Хэунде, он достаточно большой пляж, особенно после того, как они расширили береговую вот эту вот линию, и, в принципе, там все вмещаются. В общем, мы сейчас из нового гламурного Пусана едем в старый Пусан, не гламурный. Популярное место, да, Камчон, в Камчон мы едем. Да, культурная деревня Камчон, да. Старый квартал. Старые домики там, ну, они больше уже сейчас такие под музей, да? Нет, там живут люди. Живут люди? Живут люди, магазинчики, ресторанчики. Причем жилых домов там гораздо больше, чем каких-то ресторанов пустующих там или подо что-то пущено. В основном, конечно, там пожилые люди уже. Туристов дофига, их это не смущает? А что им делать-то? Ну, во-первых, это деньги для квартала. Ну да. Ну, и с учетом, что там живут не... Что ж такое-то? Народ пытается мне в бок въехать везде. Перегрелись они, что ли? 25 градусов всего лишь рано. Всего 25. Всего 25. Жара реально. Ну, в августе это вообще нужно очень внимательно смотреть. Они вообще... Мне еще кажется, что таксисты, они еще прибухивают, как обычно. Не только таксисты, скажем. И прибухнув 35 градусов, садясь за руль, мне кажется, что они вообще просто... То есть
Да, Меня, кстати, спрашивают все время, а что, можно, типа, пиво пить за рулем? Нет, нельзя. Нельзя, но мне Но можно. если ты таксист, то тебе можно все. Да. На самом деле, друзья, там 0,3 что ли промилле можно, поэтому от баночки пива ничего не случится, особенно если хорошо закусывать. 0,3, мне кажется, 0,3. Там было 0,5, а сократили до 0,3. Ой, какие парчики Все красивые. бухают сегодня. Все занимает. Так я так рада, что мы сегодня на твоей машине, не на моей. Я как обрадовалась. Блин, это правильно, потому что я-то лучше как бы ориентируюсь. Ну да, я бы тупила сейчас на каждом светофоре. Да. Пусан город-порт, и мало кто знает, что, в принципе, практически все побережье это так или иначе какие-то терминалы. Это на данный момент такой вот самый большой участок с такими портовыми территориями. Но большую часть сейчас вывели за пределы Пусана. Это новый Пусанский порт называется, туда вот в сторону острова Коджи. Там гигантские, в общем, территории. Пусан, если не ошибаюсь, по-моему, сейчас на 8-м месте из всех мировых портов. Да, Ничего себе. Да. Но там Китай впереди в основном. Вот, то есть в основном все топовые. Первые 7, наверное, китайские. Ну, не 7 там, я уже не помню. Но суть в том, что, да, в основном в топе китайцы. Тоже вантовый, да, похож на тот немножко. Да. Но там комбинированная конструкция, а здесь чисто вантовая. Все говорят, что похож на мост во Владивостоке, на остров Русский. С ним сравнивают все мосты почему-то, с этим Владивостокским, все корейские мосты это сравнивают. Лучший мост России. Нет, сейчас мост в Крым вроде там тоже ничего нет. На самом деле просто вантовые мосты, они все похожи. Ну да, они все одинаковые. И так как в России очень мало вантовых мостов, то всем кажется, вот, что... Да, они со всеми сравнивают. Ну вот справа виден... Новый город или нет, старый? Ну это старый исторический. Старый, новые Апаты там. Там же железнодорожный вокзал. Здесь же терминал с лайнерами. У нас лайнеры сюда приходят, но сейчас понятно, что ничего не приходит. Вон башню видно, смотровую, вон белая такая чупа-чупсинка торчит. Маленькая такая, да? Вот, ну как маленькая, вот палка стоит. Ну белая, да, палка. Да. То есть это вот смотровая. Вот. Мы на нее сегодня не пойдем, мы поднимемся на Лотте. Вот серое такое вот кубическое пространство, кубическое вот это вот здание такое. Рядом с башней, да? Да. Вот мы туда поднимемся, посмотрим сверху. Надеюсь, дымка развеется после обеда. Ну, Обычно развеивается. Главное, чтобы не ухудшилось. Это утренняя такая морская дымка. Какое утро? 12 часов. У людей уже обед. У меня утро. Я вчера гуляла. У меня утро. Вот он уже и Камчон. Это не он. Нет, не он? Это не он. А похож? Ну, похож, но не он. Но старый центр, он, в принципе, довольно похожий такой. И есть другие кварталы, похожие на Камчон, менее туристические, и, наверное, более колоритные, Вот потому что там... Трущобы. Да, трущобки вот эти. Трущобки. Мы сейчас поближе к этим трущобкам подойдем. Я когда первый раз в Пусан приехала, у меня было такое разочарование, ты себе не представляешь. Я себе нарисовала там, ну как, смотришь вот эти ролики показывают, там, когда с квадрокоптера снимают Пусан, там вот эти билдинги огромные, там вот это все. Я думала, да, небоскребы. Думаю, сейчас приеду в Пусан, такое еще с мамой первый раз приехали. И такие подъезжаем к Пусану, а там такие вот какие-то трущобы, всякие контейнеры, вот эти вот порты, да, вот. Жесть такая, думаю, блин, куда мы приехали? Но на самом деле он разный, да, контрастный, как и все города в Корее, в принципе. В Сеуле тоже хватает. Абсолютно, там можно в центре города идти, зайти вообще в какие-то трущобы. Ну, вот у меня, когда туристы приезжают, я всем настоятельно рекомендую селиться в районе Хэунде. Причин несколько. Одна из причин – это большое количество отелей на разный вкус и кошелек. У моря, у воды, даже если не пляжный сезон, погулять всегда приятно по пляжу. Куча понятных ресторанов, нацеленных на туристов, то есть даже языковой барьер снимается. Да, европейская еда тоже есть. И еще одна из причин, что, как правило, я им показываю старую историческую часть, и у них складывается картинка вот этого
этого нового небоскребного пляжа, широкие променады и так далее. И я их погружаю уже в такую вот старую историческую часть, и у них складывается как раз вот пазл пусанский, да, что это не только трущобы или не только небоскребы, а это так и этак. И влюбляются все, я думаю. Ну, после Сеула приезжают сюда, понимают, что здесь климат приятнее, дышится лучше, и наличие моря все равно вот на этот курортный лад такой настраивают. И очень многие люди, они говорят, что мы пожалели, что мы столько много времени потратили на Сеул. То есть мы еще сомневались, ехать ли в Пусан, а теперь мы поняли, что мы мало времени на Пусан потратили. Потому что здесь есть что поделать, и кроме, ну, как бы как с гидом, да, то есть вот, например, вот слева канатная дорога над морем. Это еще, тут еще, да-да-да, еще один пляж, канатная дорога. Опять же, с гидом здесь делать нечего. Но это совершенно... Самим можно. Конечно, но это очень приятное место для прогулок. Очень то есть можно покататься, там есть прибрежная такая полоса, где можно пройтись, там всякие пешеходные тропы. То есть полдня, а если тепло и можно покупаться, то это, в принципе, на весь день развлечение. Здесь прям Японию напоминает как-то, дороги вот эти. Ну, и неудивительно, что на Японию напоминает. Кто строил старый Пусан-то? Японцы строили, да? Старый Ну, конечно. Вот эти вот... Это ну, японцы? не прям вот это вот, но изначально инфраструктура закладывалась японцами. То есть вообще исторический центр Пусана, он находился на севере, подальше от моря. Ну, потому что тайфун, потому что японские пираты и все такое, поэтому подальше все. На побережье Пусана это были деревни, такие небольшие рыбацкие деревни, но никакого города не было. И когда страна стала открываться, то есть это вот там где-то конец 1800-х годов, страна начала открываться, и первые иностранцы, которые хлынули в Пусан, это были японцы. Ну, что логично, здесь вот Япония до острова Цусима, тут сколько, порядка 40 километров. Ну, видно, ты с горы показывала, прям Японию видно, да? Да, в ну, сегодня мы ничего не увидим, ясную, хорошую погоду, прям вот силуэт острова Цусима видно, то есть очень близко, очень рядом. Поэтому понятно, что сюда японцы хлынули, их было очень много, и в какие-то периоды население Пусана наполовину состояло из японцев. И вот эта вот центральная часть, в которую мы вернемся, там, где железнодорожный вокзал, там, где вот это вот все стало разрастаться при японцах. Вот. Понятно, что дома вот эти бетонные, это уже там построили более позднее время, да. Ну и да, и после войны тоже. Застраивали все этими убогими коробочками. Послевоенное время, потому что нужно было быстро-быстро всех расселить куда-то. Да не только потому что расселить, да потому что денег не было. Ну, да. Жили в картонных сараях. Вот сегодня мы просто подойдем к некоторым домам. Просто понять вообще, вникнуться, в каких дырах и щелях вообще жили. Да. Вот, то есть денег не было, нищая страна была. Настолько нищая, что как бы хорошо, что хоть крыша какая-то над головой есть. Соответственно, ну там бетон, все дела, то есть стали просто уже там вместо вот этих вот убогих картонных хибар уже стали строить что-то бетонное, из бетона отливать стали. Из этого красного дурацкого кирпича, красная чума называется. Красный, это уже под-американски. Кирпич, это было очень дорого. Вот, кстати, красный кирпич. Да. Вот такого добра в Сеуле очень много, и я ненавижу вот эти районы. Вот именно из красного кирпича мне нравятся вот эти вот трущобы старенькие, вот как ты говоришь, из картона, из говна и палок. А вот такие здания мне, бесят, вот такие вот это что. Но это уже более позднее. Да, это более позднее, более безвкусное. 80-е, где-то так вот. Да. Конец 70-х. Когда появились какие-то деньги, но немного, чтобы построить что-то путнее. Вот, поэтому да, то есть и так как денег не было совсем, то, соответственно, ну и домики такие были. Плюс мы не забываем, что корейцы тогда спали на полу. А для того, чтобы спать на полу, пространства гораздо меньше требуется. Для того, чтобы поставить кровать и вокруг нее там ходить, пространства требуется больше. Да. Вот. Поэтому, когда все, ой, боже мой, какая маленькая комнатка. Ну, представьте, что здесь лежит матрас, и сразу комнатка становится вовсе не маленькой. Вот.
Вещей особо не было, шкафов особо не было, хранить особо нечего. Это сейчас у корейцев гардеробные размером с тот самый дом. Да. У меня дома гардеробная, и я понимаю, что пространство этой гардеробной — это реально жилое пространство, там, не знаю, на семью из 4 человек, там, в какие-нибудь 60-е годы. У вас апаты тоже, да? Да, ну обычные, да, апаты. Как и в Сеуле, здесь в Пусане тоже вот так вот расстилают на землю, на тротуары прям картонки и продают бабушки что-то. Никто их не гоняет, ничего не запрещают в Корее, в принципе. Кто-то сам что-то выращивает на своем огороде, продает, кто-то... У фермеров. Фермер. Ну вот они, старые такие вот улочки. В Сеуле тоже, конечно, таких много. Но в Пусане все-таки есть какой-то все-таки свой колорит, мне кажется, немножко по-другому. Более уютно, что ли. Да, тротуара нету, поэтому его вот нарисовали. Вот эти вот полосочки, что типа, а это тротуар. Но они пытались как-то расширить эту улицу хоть как-то можно было. Это не русская случайно улица? Нет, русская улица Техас в другом месте, да. Есть, друзья, в Пусане русская улица, Техас называется, и там у нее ресторан. много названий. Вообще историческое и официальное название — это Чайнатаун, потому что там китайцы селились, и селились они там, потому что рядом железнодорожный вокзал был, и китайцы, они были чернорабочими, которые занимались вот неквалифицированным этим трудом на железнодорожном вокзале. Разгрузка, погрузка всякая. Вот. Ну и, соответственно, вот Чайнатаун с какой-то своим колоритом, с какой-то своей едой. Вот. И одна из версий, почему Техас называется Техасом, это когда в Корее стояли американцы очень обширно, целыми базами, да. То есть прям в центре Пусана были базы, то есть очень много чего уже закрыли, упразднили, там и даже на этом месте парки разбили. Так вот, американцы стали ходить вот в этот Чайнатаун, потому что там были дешевые проститутки. Китайские, да? Ну, какие угодно. И корейские тоже были проститутки, потому что, опять же, жрать было нечего совсем. Ну, сейчас там русские в основном. И филиппинские, там каждой твари по паре. В общем, можно найти себе кого угодно. Вот. Так вот, одна из версий, почему Техас называется Техасом, это назвали американцы, потому что в Техасе самые дешевые проститутки. Ну, то есть по аналогии. Ну, что, короче, вижу, то и пою. Вот. В 90-е годы американские базы стали сокращать и выводить американские войска из Кореи. И как раз в 90-е годы хлынули челноки русские. И как-то непонятно, но они почему-то тоже на этой улице обосновались. И появилось третье название — Русская улица. Но суть не меняется. Там по-прежнему самые дешевые проститутки. А корейцы-то знают, что там Техас и Русская улица? Или у них свое название есть? У них Чайнатаун, Техас, там прямо на заборе написано. Например, таксисту ты как скажешь, чтобы туда поехать? Чтобы он понял. Я ему адрес, наверное, пожалуй, назову. Ну, в моем случае, да? Да, вообще, в принципе, вот. Чтобы так поняли сразу. Ну, вообще, это напротив железнодорожного вокзала. Вот. Ну, Техас они понимают. Таксисты Техас знают. Да. Так, парковка-то занята. Да, они знают. И да, действительно, там русские рестораны, русские магазины, хлеб, водка, селедка. Все как, в общем... Все, что... В Сеуле пьяная улица есть, вот то же самое. Все, что требуется. Так, туристы. Какие туристы? У нас коронавируса. Ну, видишь, турист уже. Слушай, сейчас народу будет дофига. Я просто по парковке вижу. Вообще, я не могу понять. Попросили же сидеть по домам. Я же слюной ядовитой захлебнулась. Да ладно. Даже места нет. Мы же в Корее, мы должны любить тусу. Толпу? Толпу, тусу. Должны чувствовать себя как рыба в воде.